Добрый день, друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня мы продолжаем цикл лекций о фаленопсисе. Эти видео, наверное, будут больше всего интересны новичкам, для того, чтобы познакомиться со структурой этого цветка. Сегодня будем говорить о корнях. Когда мы говорим корни, в голове мы себе представляем что-то темное, под землей, питающее растение. Но корни фаленопсиса – это нечто иное. Это не подземные щупальца, это живые провода, которые дышат цветом, пьют воздухом и питаются солнцем. Сегодня мы развенчаем главный миф о том, что корни фаленопсиса должны быть в темноте. Но, наверное, вы все знаете, что мы чаще всего покупаем наши любимые цветы в прозрачных горшках. И это не потому, что это самые дешевые горшки, и производители в них сажают. Нет, это заложено в жизни фаленопсиса. Потому что корни – главный индикатор здоровья фаленопсиса и участвуют в фотосинтезе. Поэтому мы посмотрим на корни фаленопсиса немножко по-новому. Можно рассмотреть корень в микроскоп, и мы увидим его гениальную структуру. Это инженерное решение, которое выработалось миллионами лет у орхидей для жизни на деревьях. Не в наших вот этих горшках, в которых мы покупаем эти цветы, а именно на деревьях. И первый слой у корня – это веломен. Вот вы можете посмотреть, какой он светлый. Это губчатая структура, многослойная ткань, покрывающая весь корень снаружи. Представьте себе губку. Когда идет дождь в тропиках, конечно, у нас в квартирах дождя нет, веломен за секунды впитывает в себя литры воды. А когда дождь закончился, он отдает эту влагу внутрь, потому что корень состоит не из одного веломена. Но что самое удивительное, веломен содержит хлорофилл. И как мы это видим? Когда корни сухие, они серебристые, но на них попала вода, и мы видим яркий зеленый цвет. Корни фотосинтезируют, поэтому хлорофилл находится под веломеном, и сразу после получения воды мы видим этот хлорофилл. А когда они серебристые, они отражают свет в сухом состоянии. Второй слой у корня – это корковый паренхим. Это склад для воды. Вот туда впитывается вся вода и питательные вещества. Толстый мясистый слой, который позволяет орхидее пережить не один день, а недели без воды. Третий слой – проводящий пучок. Чаще всего мы его называем тяж. Это сердце корня. И вот если тяж сломан, то корень уже не живой. От орхидеи до слома корень будет жить, а после слома тяжа там не живой корень. Его можно спокойно отрезать. Даже если на нем остался веломен и паренхима, все равно внизу корень мертвый. Корни фаленопсиса говорят с нами на языке цвета. Научимся понимать. Серебристый, белый, упругий. Корень сухой, но здоровый. Вот мы прекрасно это видим. Сухой веломен отражает свет. Такой корень ждет полива. Яркий, зеленый, упругий. Корень напитан водой. Это состояние корня после полива. Веломен прозрачен, мы прекрасно видим хлорофилл. И этот корень – это идеальное состояние корня после полива. Зеленый, с серебристыми пятнами. Это состояние корня между поливами. Он частично увлажнен
и еще какое-то время будет отдавать влагу растению. Это как раз состояние между поливами. Коричневый, мягкий, пустой, корень мертв. Скорее всего, тяж, проводящий пучок, тоже сгнил, и корень не может подавать растению питательные вещества и влагу. Такой корень, конечно, нужно отрезать. Темно-коричневый, твердый, сухой, примерно состояние мумии. Это тоже мертвый корень. Его тоже нужно отрезать, потому что он не функционирует. А ярко-зеленые кончики на корнях, сейчас я вам покажу. Вот они, ярко-зеленые кончики. Это молодой корень. Это главный признак того, что растению комфортно. И посмотрите, мои корни, как интересно, тоже окрашены. С одной стороны более темный, с другой стороны, вот со стороны листа, более светлый. Просто на корень здесь больше попадает света. Теперь посмотрим, что же происходит в реальности. Вот корень сухой, серебристый. Что мы делаем? Поливаем растение. Вода мгновенно впитывается в веламин. Слой набухает, становится прозрачным, и сквозь него проступает зеленый слой хлорофилла. Это не магия, это физика губчатой ткани. Именно поэтому так важно использовать мягкую воду для полива. Жесткая вода с солями оставляет на веламене налет. И получается, что в этом месте она блокирует фотосистему. Корень, конечно, продолжает функционировать, но уже не так, как нужно. И именно поэтому корни в жесткой воде со временем теряют блеск, становятся матовыми, перестают функционировать на полную мощность. Почему корням нужен свет? Почему мы все время говорим о свете? Что должен быть рассеянный, не прямой солнечный свет, а рассеянный. Фаленопсисы – это растения-эпифиты, живущие на деревьях, но ни в коем случае не питающиеся корой. В природе фаленопсисы обвивают ветки и ствол дерева. Они полностью открыты воздуху и свету. Веламен эволюционировал как фотосинтезирующая ткань, именно потому, что корни всегда были на свету. Эволюция происходила миллионы лет. Мы даже себе представить не можем, сколько орхидеи создавали вот эту всю систему, которую мы сейчас видим. Когда мы сажаем орхидеи в непрозрачный горшок и засыпаем плотный субстрат, мы лишаем корни возможности питаться светом. Поэтому первое правило – это прозрачный горшок и свет, рассеянный свет. И тогда орхидея будет здорова. И еще один самый распространенный миф – это то, что субстрат – это еда для орхидей. Нет. Для фаленопсиса субстрат – это якорь, это к тому, к чему нужно прикрепиться, опора, за которую цепляются корни. Питание орхидея получает из воздуха, влага микроэлемента, из воды с удобрениями, но никак не из субстрата или дерева, к которому оно прикрепилось. Посмотрите на фотографии, и вы поймете, что корни не прорастают сквозь дерево, они только на поверхности. Они обвивают это дерево снаружи, они крепятся к нему. Это опора, чтобы ветром не унесло, дождем не смыло. Веламен контактирует с поверхностью, но только для удержания. Поэтому субстрат должен быть крупным. Кусочки коры должны быть 2-3 сантиметра. Конечно, в идеале, когда мы вот так поднимаем горшок и видим свет сквозь горшок. Это идеальная посадка, но у нас так не получается. Поэтому
берем кору 2-3 сантиметра, сажаем в прозрачный горшок. Внутренние корни, как вы видите всегда при пересадках, они чаще белые. Белые корни не участвуют в фотосинтезе, потому они и белые. А когда корни получают свет, они становятся зелеными или серебристыми. Мелкий субстрат или опилки, земля, они тоже не подходят для корней фаленопсиса. Корни в них задыхаются. Да, орхидея очень живучая, фаленопсис очень живучий, но все равно желательно, чтобы посадка была или в кору, или кора с керамзитом. Можно добавлять сфагнум в небольших количествах, если вам нравится. Мелкий субстрат, земля или опилки – это смерть для орхидей. Корни задыхаются, не просыхают между поливами, отсюда начинается гниение. Ну а идеальный субстрат – это, я вам уже сказала, когда мы через горшок видим свет. Ну так бывает очень-очень редко. Нужна крупная кора, но в крупной коре им тоже не очень комфортно. Знаете, такие бывают куски по 5 сантиметров, тоже не очень комфортно. Ну и подводим итоги. Корни фаленопсиса – это не подземная часть растения. Это равноправный орган, такой же важный, как цветы или листья. Корни дышат светом, пьют воздухом, хранят воду, фотосинтезируют. Посмотрите, сколько делают корни, сколько задач стоит перед этими корнями. И говорят с нами, если мы их понимаем. Серебро, зелень, серебро. Это я про корни. Серебристые, зеленые, серебристые. Это цикл дыхания орхидеи. Это цикл полива орхидеи. И когда вы видите этот цикл, это жизненные циклы орхидеи фаленопсис. В следующем видео мы поговорим о листьях, зеленых аккумуляторах, которые хранят жизнь внутри орхидеи. А сегодня подойдите к своей орхидее, осмотрите ее корни и подумайте, что они вам сказали. А сейчас не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик для того, чтобы вам приходило оповещение о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.